Добрый день, здравствуйте. Меня зовут Яра, и я приветствую вас на своем канале. Сегодня я начинаю цикл небольших видеороликов, мастер-классов, которые я проводила раньше офлайн. И сейчас я думаю, что будет удобнее проводить их онлайн. Сегодня у нас небольшой такой фестив меню. Я думаю, что это будет очень полезно вам знать эти рецепты. Я хотела с ними поделиться давно, потому что они простые, они классные. Я их очень люблю есть сама. Я люблю их готовить для своих мероприятий. Я люблю ими почивать своих гостей и близких. И я уверена, что они войдут в список ваших любимых домашних рецептов. Итак, что мы сегодня будем готовить? Сегодня мы приготовим тихоокеанскую нерку с фенхелем, под апельсинами, с каперсом и с фенхелевыми маленькими листочками. А еще у нас будет соус берблан с луком шнит. С чего мы начнем? Так как нерка у нас уже готова, немного расскажу, кстати, про нерку, если вы не знаете, почему я ее выбираю, почему я люблю нерку. Во-первых, в отличие от лосося, это дикая рыба. Это значит, что она питается диким кормом. В случае с неркой вы видите здесь очень такой радикальный красный цвет. Он обусловлен тем, что нерка питается исключительно креветкой. Это основной ее рацион, это рыба-хищник, и, соответственно, мы получаем такой цвет. Но не только это, также она очень-очень постная и очень сладенькая на вкус. Поэтому я ее выбираю с фенхелем. Фенхель – это родственник укропа, у него такой яркий анисовый вкус, при этом его сам початок, клубень, очень сладкий, и при обжаривании, что мы сегодня будем делать, он приобретает карамельный вкус. Я считаю, что с дикой рыбой, с постной рыбой такой карамельный сливочный вкус наиболее прекрасен. Ну а какой же Новый год обойдется без апельсина? Апельсин мы будем класть сверху нерки, так что это будет такой цитрусовый легкий вкус, который весьма балансирует рыбный вкус и жирность этой рыбы. Несмотря на то, что она постная, это семейство лососевых, все их семейство жирненькие. Ну и куда мы пойдем без нашего лимона, потому что лимон, я вам скажу по секрету, усилитель любого вкуса. Лимон, шоколад усиливает вкусы в разы, поэтому капелька лимона весьма-весьма нам поможет в этом. Итак, приготовление нашего блюда начнем с фенхеля. Забыла вам сказать, что нам еще понадобится. Нам, конечно же, понадобится соль, перец. Нам понадобится пекарская бумага. Еще у меня здесь есть Clarify Butter, это топленое масло, оно нам понадобится. И заправка из апельсина, которую я вас научу делать в следующем видео. Итак, с чего мы начинаем вообще смотреть на этот прекрасный, я его обожаю, клубень фенхеля? Сначала, то здесь есть вот такие внешние мембраны, которые грубоваты, и, как я их называю, пальцы. Мы срезаем безжалостным образом пальцы, они нам не потребуются. Если ваш фенхель молоденький, как у меня, и его мембранки здесь, его внешние слои достаточно нежные, я просто убираю их овощечисткой. Если у вас фенхель отец семейства, и он достаточно крупный, вы можете удалить эти слои. Но мне кажется, это неосмотрительно, поэтому мы очищаем внешние слои. Почему мы очищаем? Потому что вот здесь вот можно увидеть, есть такие очень плотные полосочки, которые не приготовятся, и они будут у нас встречаться в блюде. Нам они не нужны. Вот, собственно, все. Теперь отрезаем соединение с ножкой и видим, что здесь у нас такая есть внутри поверхность, сердцевинка, кочерышка. Разрезаем пополам. И видим, что это треугольничек. И делаем вот так. Раз и два. Вот. Треугольничек сам выпадает, и у нас остается фенхелечек. Вот такой малыш. Эти ножки тоже мы не выбрасываем, складываем. То же самое я сделаю со второй половинкой. Раз и два. Если он не слушается, ничего страшного. Повторим надрезы. И он
выходит вот таким образом. Да. Дальше, что мы делаем дальше? Обычно я разрезаю его напополам и еще напополам. И получается вот такие вот долечки 1/8, да, это можно сказать, 1/8 фенхеля. Выглядит красиво, пахнет тоже. Вот такие малышки, которые отсоединились, мы их не выбрасываем, мы их тоже нарезаем. Желательно все нарезать в таком же стиле. То есть мы делаем мини-треугольнички, мини-красивые треугольнички. Вот так. Фенхель, к сожалению, в силу того, что у него вот такие вот есть слои, он соединяется с ножкой. Некоторые слои у него отваливаются во время приготовления. Поэтому не стоит нам ожидать идеальных фенхелей. Нам надо приготовиться к тому, что это природа, и все кусочки могут быть разные, и они могут выглядеть не совсем как в 5-звездочном отеле. Но нам это не надо. У нас же домашняя кухня, поэтому мы не будем выбрасывать то, что обычно выбрасывают в 5-звездочном отеле. Все нарезаем на треуголки, складываем. Вот у нас фенхелечек готов. Сейчас мы приступаем к его обжариванию. Для обжарки фенхеля нам потребуется топленое масло. Я его делаю сама. И я с радостью поделюсь с вами рецептом в своем следующем видео. Топленое масло не только обладает меньшей молекулой, что ли, или размером частиц, которая очень полезна, она больше всасывается нашим желудком. Но также здесь удалены частицы молочных, что это такое? Частицы молока, которые могут быть непереносимы некоторыми людьми. У меня нет никакой intolerance, у меня нет никакой непереносимости молока, но тем не менее моя бабушка учила нас, что топленое масло почти всему голова. Я добавляю щедрую порцию топленого масла и кладу сюда фенхель. Кстати, обжариваем мы всегда все овощи, мясо, все, что вы хотите, в теплом виде. То есть доводим ингредиент до комнатной температуры, а потом мы его обжариваем. Кладем на сковороду и оставляем. Немножечко забываем. Фенхель жарится так же, как картошка. Нам нужно положить его частицы и ждать, пока он схватится. То есть, чтобы получилась небольшая золотистая корочка, которая называется реакция Майера, и все ее любят и обожают. А пока немножко расскажу про фенхелевые пальцы. Если вы помните, мы срезали такие вот пальцы у фенхеля, и там оказались небольшие части молодой поросли, молодой зелени. Я ее не выбрасываю, она превосходно нам послужит в качестве гарнировки уже в готовом блюде. Вы можете разобрать вот эти соцветия фенхеля и отставить, отложить его для последующего использования. Я их обожаю. Они обладают потрясающим запахом фенхеля. И вообще, это просто невероятно вкусно. Так, фенхелечек у нас тут зашипел, зашкварчел. Я добавлю немного соли. Мы блюдо будем солить потом тоже, но соль высвобождает свободные сахара, натуральные сахара из фенхеля и помогает нам его обжарить. Пока мы про него немножечко забудем. Им нужно время. Итак, фенхель мы оставили в покое. Теперь он приобрел такую красивую золотистый цвет. Это нам и нужно. В итоге мы только обжариваем его с двух сторон по разочку. Потом у нас дойдет с рыбкой еще. Вот какой он красавчик. Он почти готов. Я хочу, чтобы он внутри немножечко хрустел. Поэтому нам его сильно жарить не обязательно. Очень красивый, а каким он обладает прекрасным вкусом. Я даже сейчас одного малышка попробую. Бомба. Вкус бомба. Обожаю фенхель. Пожалуйста, все ешьте фенхель и покупайте. Итак, он у нас готов. Я даже сейчас, после того, как его перевернула, выключу сковородочку и дам ему немножечко дойтись и остыть. Потому что фенхель нам нужно быть использовании дальше комнатной температуры. Ну вот,
Уже сильно красиво, вот сильно вкусно. Выключаем поверхность. Дальше нам нужно будет нашу рыбку подготовить. Эта рыба была заморожена при минус 65 градусов, что позволяет абсолютно быть уверенным в ее свежести. К тому же такая температура позволяет нам избавиться от всех гельминтов или гельминтов. Вот. Рыба, которую я сегодня использую, она на коже, но она без костей. Я люблю ее использовать на коже, потому что кожа, конечно, дает вкус. И это особые жиры. Здесь, кстати, в нерке огромное количество омега-3, которое нам очень необходимо. Что мы делаем дальше? Помытый апельсин я чуть-чуть прокатаю, чтобы разбить мембраны, и нарежу на слайсы. Также мы, в принципе, можем использовать сегменты, но в сегментах не остается корочки, а именно в корочке цедри все эфирные масла. Поэтому для нашей рыбки я буду использовать слайсы с корочкой, с цедрой. Мы сделаем про запас. Какие-то красивые используем, какие-то нет, не используем. Ну вот, наверное, нам хватит. Апельсин у нас готов. Для рыбы сегодня я буду использовать апельсиновую заправку с маслом и горчицей. Я обязательно научу вас готовить ее в следующем видео, но это то, что я использую при приготовлении любой рыбы. Это то, что дает сочность и нежность. Дальше мы берем наш лист. Напомню, что фенхель у нас остывает. Лист пергамента. А вот такой. Не страшно, если это будет не сильно красиво. Никто не увидит. Что мы делаем? Мы поворачиваем его вот так вот пополам. Берем ножницы и вырезаем. Что? Мы вырезаем сердце. Такое сердце из пергамента сегодня послужит нашим конвертом для выпекания рыбы. Это мой любимый рецепт. Это, кстати, старинный классический французский способ запекания рыбы. Он называется по-научному выпечка рыбы в пакете или еще сложнее по-французски в бумажном пакете. Итак, пакет у нас готов, рыба у нас готова, гарнир у нас готов. Я сейчас гарнир выложу в небольшую чашечку, чтобы он немножко остыл. Все, не надо так шкварчать. Такая вкусная закуска фенхель может быть и сама по себе. К любому мясу, к любой рыбе вы можете даже подать ее просто так, как горячую закуску. Разве это не великолепно? Так, сковородочка нам нужна. Первым слоем у нас идет фенхель. Мы его выкладываем. Красота здесь не обязательно пригодится, потому что это на самом деле будет под рыбкой. Но важно сохранять соцветие, потому что впоследствии мы будем использовать эти цельные кусочки для сервировки нашего блюда. Вот фенхелечек. Это один фенхелечек, даже больше, чем требуется для одной порции рыбы. Ну ладно. Дальше у нас идет рыбулька. Но прежде чем мы ее используем, я посолю и поперчу с обеих сторон. Вот буквально вот чуть-чуть примнем и посолю, примнем. И с этой стороны я только посолю. Все. Вот. Кладется наша рыбулечка. Дальше один секрет. Я забыла про масло, оно необходимо нам. Я его здесь пока оставлю, паркую. Что у нас идет дальше? Дальше мы кладем каперсы. Вот так. Вот сюда. Пусть они вместе подружатся, поженятся с фенхелечком. Еще чуть-чуть. Так. Дальше мы кладем апельсин. Вот так, наверное, будет хватит. И мы будем использовать кусок щедрой масла. Слава богу, мой муж этого не видит, он бы не стал есть это блюдо никогда в жизни. Но я вам говорю,
с красной рыбы масло апельсин какое-то божественное имеет значение. Что у нас еще дальше идет? Дальше у нас идут наши финхельки. Малышки, которых мы отсоединили. Мы их просто вот сюда кладем, чтобы они думали, давали нам такой прекрасный вкус и свежесть. Может быть, даже как-то вот так один. И наша чудо-заправка из апельсина и оливкового масла, которая дает сочность всем, смотрите ее, всем ингредиентам, потому что нет ничего хуже сухой рыбы. Масло нам не потребуется. И дальше, собственно, все почти готово. Духовку мы ставим на температуру 200 градусов. Сейчас, кстати, проверю. Так, все работает. А сейчас я вам покажу, как закрыть пакет. Мы кладем, кстати, рыбу в самую серединку, у сгиба сердца. Закрываем. Немножечко это все дело утрамбуем. И начинаем вот таким образом сворачивать и приминать бумагу. Раз, как дамплинги. 2, 3. Здесь сильно красиво, стараться не надо. Пакет мы не будем использовать при подаче, но даже если будем, то это выглядит невероятно красиво. 3. Вот так. Здесь. Раз, 2, 3. Хвостик подминаем. И вот у нас получился такой совершенно герметичный пакет, где у нас есть рыба с готовым гарниром, с кондиментами, готовая к потреблению. Если даже где-то у нас воздух выйдет, это не страшно. Смотрите, какая красота. Это половинка сердца. Лучше делать по 2 порции, чтобы они как бы выглядели. А можно даже, знаете, положить их на пекарский лист и подать как сердце. Я думаю, что это, кстати, хорошее также блюдо на День Святого Валентина. Мне нравится. Теперь нашу рыбульку мы кладем на лист для выпечки и отправляем в духовку на 200 градусов на 10 минут. Я поставлю таймер. 6, 7, 8, 9, 10. Режим у нас духовка. Конвекция здесь нам не нужна. 200 градусов. А пока рыба у нас готовится, мы приготовим соус на основе соуса Beurre Blanc. Как готовить соус Beurre Blanc, мы обязательно с вами узнаем в следующих видео. Кстати, Beurre Blanc – это один из моих любимых соусов к рыбе и к морепродуктам. Для этого нам потребуется также петрушечное масло. Естественно, я покажу вам, как его готовить тоже в следующем ролике. И свеженький шнит. Для начала мы немножечко порубим шнит. Смотрите, как там у вас с навыками нарезки. Убираем какие-то несовершенные шнитинки. Шнит нам нужно будет порезать на маленькие-маленькие кусочки. Вот на такие. И совсем вот чуть-чуть. Как вам удобно, так и нарезайте. У меня, если честно, с нарезкой тоже не ахти, потому что я, как вы знаете, в ресторанах не работала. Я всю жизнь занимаюсь кулинарными мастер-классами и тонны лука изрезать не успела. Столько лука нам достаточно. И дальше мы берем небольшое количество нашего Beurre Blanc, который теплый. Я его специально немножечко подогрела. Обожаю этот соус. Окей. Добавляем туда наш шнитульку. Перемешиваем венчиком. Сейчас покажу вот так. Просто перемешиваем венчиком. Смотрите, уже как красиво и вкусно. И максимально красоту и вкус придаст немного масла. Сейчас что я сделаю? Это совершенно алхимия. 1, 2, 3, 4, 5. И вот здесь такие полоски. Очень красиво, а главное вкусно. Соус у нас готов. Я отставляю его. Излишек лука мы убираем. Возможно, мне куда-то потребуется.
Я абсолютный маньяк по сохранению продуктов. Я не люблю выкидывать продукты. Моя бабушка меня приучила так. Кстати, моя одна бабушка была шеф-поваром из Одессы, а другая бабушка была библиотекарем. Обе очень строгие. И от них я приобрела навык, что надо все держать в чистоте и быть очень экономной, рачительной, что я и делаю. Итак, наша рыба готова, сейчас я ее буду доставать. Ух, уже пахнет вкусно. Какая красавица. Ух. Итак, наша рыба готова, наш восхитительный соус готов. И сейчас мы приступаем к сервировке. Если вы подаете эту рыбу на тарелке для ваших гостей, заранее позаботьтесь о том, чтобы у них были ножницы. О, какой аромат! Чтобы разрезать этот пакет красиво. Если вы подаете на тарелке, это несущественно. Убираю. Хочу показать, какая красота. Итак, просто берем нашу рыбку, тарелку и выкладываем в центр. В такой манере мы ее и подадим. Так. А оставшиеся фенки мы, конечно же, соусом обязательно переложим тоже сюда. Так. Это все видно, пахнет невероятно вкусно. Кстати, на мой взгляд, здесь есть некий такой бленд между французской и греческой кухней. Все готово. Для подачи гостям вы можете подать также. Если хотите, мы можем убрать лимончики. Они нам нужны были для вкуса. И у нас получается такая красивая рыбулька. И мы добавляем наш цветастый соус Beurre с одной стороны. Итак, наше блюдо – дикая тихоокеанская нерка с фенхелем, каперсами и соусом Beurre готово. Я надеюсь, что это блюдо покорит ваши сердца и сердца ваших любимых людей и станет одним из любимых семейных рецептов, которые вы будете передавать своим дочерям, отец своим дочерям. Ну, такая у меня мечта. И насколько это блюдо сбалансировано, настолько же оно и постное. И если вы будете питаться так каждый день, уровень вашего счастья или удовлетворенности от еды будет высокий, но ваши размеры не увеличатся. Поэтому питайтесь правильно, я вас уверяю, это гораздо лучше. И сейчас даже попробуем. Сначала попробую рыбу без соуса. И очень нежный вкус. Посмотрите, как она прекрасно выглядит внутри. Невероятный взрыв вкусов. Фенхель, анисовый вкус, нерка такой морской. И наши апельсины дали некоторую нотку этому блюду. Оно невероятно легкое, но при этом оно очень наполнено вкусами. И считаю, это прекрасное второе блюдо для любого вашего специального мероприятия. С вами была я, Яра, и до скорой встречи!